Всех приветствую. Вот и пришел долгожданный фонарик с Алиэкспресса. Посмотрим, что нам за 300 рублей прислали китайцы. Вот такая комплектация. Коробочка, инструкция и шнур для зарядки. Сам фонарик интересный. Клипса имеется. Все с одной кнопки. Так, магнитики есть. Зарядку обещали Type-C. Так и есть. Надо попробовать включить. О, индикация зарядки тоже есть. Я как понимаю, когда зарядится, зелененьким будет гореть. Так, и надо магнитики проверить. Как фонарик держится. Ну да. Так вообще не держится, потому что площадка узкая довольно-таки-то с магнитами. То есть только так будет держаться. Но на горизонтальных поверхностях тоже. Ну так держится, еле-еле, конечно. Проверим характеристики. У нас 15,6 диаметр и 60,5 длина. И вес 18 грамм. Смотрим. Длина что-то больше как-то. 69,3. Толщина 17,7. Это голова. Так, а вес всего этого дела... 15,75. Даже чуть легче, чем заявлено. Проверим режимы. Долгое удержание кнопки. Это у него как бы режим турбо. Ну так, ярко светит, конечно. Двойное нажатие — это основной свет. Этот самый тусклый. Ярче. Еще ярче. И самый яркий режим. Так, и дополнительные светодиоды. Включаются тройным нажатием. Белый светодиод. Белый моргающий. Так, ультрафиолет. Красный. Красный моргающий. Так, и моргалка разноцветная, синяя-красная. О, даже меняется. Ну и все, по кругу пошла. Закончились режимы. Кнопка, кстати, не очень удобная. Не всегда у меня получается нажать правильно подряд 3 раза. Как будто под резинкой слишком глубоко поставили кнопку. Как-то не очень удобно это нажимается все дело. Ультрафиолетовый светодиод здесь стоит без фильтра. То есть будет много паразитной засветки с длиной волны там 400 нанометров. Сравнивать будем вот с этим фонарем. Он с фильтром. Ну, конечно, очень мощный, но на минимум Moonlight включу на нем и посмотрим. Попробую это продемонстрировать вот на таком наборе. Жалко, нету никакой купюры с собой. Так, фонарик с фильтром. У воблера пузо видно, да, светится. Веревочку вообще почти не видно. Скотч даже больше светится. И вот шнур. Довольно-таки ярко. Теперь то же самое маленьким китайским фонариком. Вот она, паразитная засветка. Вроде и пузо светится, но весь воблер видно. Вот вся веревочка. И вот шнур. Вот такое световое пятно у этого фонаря. Стробит он со страшной силой. Пришлось долго в настройках камеры ковыряться, чтобы хоть как-то это заснять. И уже произвел измерение. Все пятно световое получается 150 градусов примерно. А его яркая часть 85. Так, фонарик зарядил. Можно приступать к замерам. Для начала обратимся к инструкции.
Тут вот какие-то странности появляются. Турборежим упустим пока. Основные, самые яркие 300 люмен 2 часа, а 87 люмен 2 часа 10 минут. Странно. Поток световой настолько ниже, а разница 10 минут всего лишь. Вот сейчас мы этот 300 люмен режим и замерим. Да, стартанул почти с 400, но быстро очень падает. Ну, стартуют тут все фонари хорошо, потому что помещение довольно-таки холодное. Дома при плюс 25 у всех значения на старте ниже. Ну, наблюдаем. Ну все, я думаю, тест можно заканчивать. Фонарик примерно на 50 люмен и примерно 30% потерял своей яркости. С турборежимом тоже все понятно. 400 люменов он эти точно выдаст, но только на какие-то считанные секунды. А 2 люмена для меня режим вообще непонятен. Зачем он нужен? Это какая-то очень экзотическая ситуация. Если я там на 1,5 суток попаду в темное помещение, то понятно, что мне будет лучше с 2 люменами ходить, чем там с 50 минут 2 часа, только 2,5. Итог. Этот фонарик по многим параметрам обходит мой старый фонарик, но световой поток у них практически одинаковый. А я бы хотел все-таки чуточку поярче. Поэтому буду продолжать поиски. А на этом у меня сегодня все. Всем до скорого, всем пока.